Добрый день! В этом выпуске мы будем делать цветок незабудку из сахарно-рисовой мастики. Этот цветок очень простой и оригинально смотрится в композициях с другими цветами для украшения тортов. Ну и кроме этого, маленькое объявление для тех, кто покупал рецепт сахарно-рисовой мастики. Для вас подготовлен эксклюзивный мастер-класс по текстурной ткани. Пожалуйста, читайте, вся информация есть в описании под этим видео. Начинаем наш урок с окрашивания мастики. Я использовала Royal Blue и розовый. На кусочек 50 граммов мастики 1 небольшая часть синего и 1/4 розового. Для того, чтобы лепестки цветка оставались прозрачными, лучше использовать гелевые красители. Для незабудки нам понадобятся основные инструменты и вырубка вот такого размера. Готовим проволоку для цветка. Проволока номер 28. Мы можем взять любой цвет, потому что потом все равно будем обтягивать лентой. Разрезаем одну проволоку на 3 части. Делаем маленький крючок на конце каждого отрезка. Незабудки бывают разных оттенков. В основном это голубые, только где-то светлее голубой, где-то темнее голубой. Можно, в принципе, мастику окрасить в 2 разных тона, чтобы было интереснее, чтобы цветочки выглядели более натурально. Отрываем небольшой кусочек. Сначала делаем шарик, а потом формируем такую шляпку. Если у вас уже получается работать достаточно быстро, то можно делать сразу несколько цветков. Присыпаем немножко кукурузным крахмалом и вырезаем. Сначала делаем с помощью ножа небольшое углубление, то есть прорезаем лепесточки ближе к основанию. Теперь вдавливаем по центру и делаем небольшое углубление, нагибая лепестки к инструменту. После этого утончаем лепестки. Я это буду делать в 2 этапа. Сначала утончаю с помощью вот такого инструмента, а потом буду еще шариком обрабатывать. Вытягиваем лепесточек, утончаем и в то же время формируем. Лепесток должен быть круглым и немножко вытянутым. Еще раз формируем центр. Делаем углубление немножко больше и лепесточки нагибаем к инструменту, как бы к центру. Еще раз утончаем лепестки, но уже шариком. Утончаем до полупрозрачности. Теперь будем фиксировать цветок на проволочке. Смазываем крючок кондитерским клеем и проталкиваем проволочку по центру. И с помощью пальцев прокручиваем цветок, фиксируем цветок на проволочке. Так, чтобы проволока немного спряталась в серединке цветка. Ну и теперь пройдемся еще маленьким шариком, утончим еще края лепестка и сделаем такие легкие изгибы. После этого ставим цветок на сушку на минут 15, чтобы цветок зафиксировался на проволочке и чтобы можно было работать дальше.
Для сердцевинки незабудки мы будем использовать яично-желтый цвет. Отщипываем буквально чуточку и делаем такие шарики по размеру вот меньше, чем спичечная головка. Перед тем, как зафиксировать сердцевинку, нам нужно незабудку подкрасить. Она имеет вот такие белые полосочки у основания цветка. Здесь использую белый гелевый краситель и очень тонкую кисточку. Вот аккуратненько между лепестками делаем такие короткие мазочки. Сразу после этого можем приклеивать сердцевинку. В конце также поправляем сердцевинку инструментом, так чтобы у нас был ровненький круг и чтобы они расположились равномерно по центру цветка. Вот это у нас открытые незабудки. Сейчас будем делать бутончики, не открывшиеся цветки. Обычно незабудки цветут такими кучками. На одном кустике может быть 7, 9, 5. Берем ту же проволочку номер 28 и разрезаем ее на 6 ровных частей. Делаем крючки на каждом отрезке и берем тот же голубой цвет. Отщипываем небольшое количество и формируем шарик. В данном случае шарики лучше делать разного размера, так как бутончики они разные бывают. Пропихиваем проволочку сквозь шарик с помощью пальцев, фиксируем шарик на проволочке. Формируя бутончик, один можно сделать больше продолговатый, другой более круглый. И вот смотрите, теперь на каждом бутончике мы делаем вот такие оттиски, имитируя как бы закрытые лепестки. 4 надреза. Я делаю 4 надреза на каждом бутончике. Теперь берем мастику, окрашенную в зеленый цвет, такой немножко приглушенный. У меня можно взять более светлый, салатовый, к примеру. Также отщипываем небольшое количество и раскатываем не шарик, а такое, оно похоже на зерно. Из этих частей мы будем делать мелкие листья для бутончиков. Промазываем кондитерским клеем и приклеиваем листочки. На каждый я беру по 4, но нужно смотреть по размеру, как бутончики у нас разные. Вот этот бутончик делаю закрытый практически. Здесь лепестков как бы синего цвета практически не будет видно, будет закрытый. А следующий будет уже более открытый. Когда приклеиваем, опускаем листочки чуточку ниже. Имитируем как бы такой бутончик, который уже хочет открываться. Все, бутончики у нас готовые. Я даже не ставлю их сушиться, потому что они хорошо держатся. И теперь скручиваем ветку.
Ленту разрезаем пополам, чтобы она была тоньше. Берем еще одну проволочку 10 либо 15 сантиметров. Она будет как основание ветки, и на нее мы будем крепить вот все вот эти цветочки. Начинаем с бутончиков, так как они будут в самом верху. Берем ленту, хорошо скручиваем, плотненько так. Проволоку для основания я взяла номер 26. Приставляем проволоку с бутончиком к основной проволоке, на которой мы будем делать ветку. И также скручиваем лентой, соединяем эти две проволоки. И берем следующий бутончик. Слегка его нагибаем, ставим впритык к предыдущему. И также скручиваем лентой. Берем следующий. Таким способом формируем веточку. Теперь берем открытую незабудку и также накручиваем ленту. Начинаем немного ниже основания цветка, фиксируем ленту, подтягиваем к самому цветку впритык и накручиваем ленту немного дальше, где-то может быть сантиметра 1,5, делаем прокрутку лентой. Соединяем цветок с предыдущей веточкой в том месте, где у нас закончилась накрутка ленты. Соединяем и накручиваем, фиксируем цветок с помощью вот этой ленты. Открытые незабудки фиксируем на небольшом расстоянии друг от друга. 1,5 сантиметра, может быть 2, но нужно смотреть по композиции. Докручиваем ленту до конца. Для стебля я ленту уже не разрезала. Вот у нас получается такая маленькая веточка. Из этих веточек потом мы формируем как бы большое соцветие. Теперь нам нужно еще подкрасить. Веточку подкрасим, придадим ей большей натуральности. Для веточки я использовала оливковый. Вот подкрашиваем сам стебель и снизу цветка, основание цветка также подкрашиваем зеленым. Делаем такой плавненький переход, чтобы это выглядело, как будто это цветочек отсюда растет. Ну и еще немножко оттеним бутончики, там, где видны лепестки. Здесь я использую светло-голубой. Как я и говорила, что незабудка очень простой цветок, но они очень нежные и милые. Надеюсь, что этот видеоурок был для вас полезным. Если что-то пропустила, пишите вопросы в комментариях, пожалуйста. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Ну и на этом говорю всем пока. До следующего выпуска.